Вы только посмотрите, пирог в 5 слоев, который на вкус как настоящий торт, но готовится проще простого. Из самых обычных продуктов в этом пироге мак, словно ароматное золото, пропитывает каждый слой, делая десерт сочным, нежным и праздничным. А в конце покажу, как из теста сделать пирог минутку, если гости уже на пороге. Ставьте лайк, заваривайте чай, подписывайтесь и начинаем готовить. Это, друзья, очень простой рецепт. Берем 2 яйца. Яйца у меня свойские, домашние, свободного выгула. Желтки шикарнейшие. Туда добавляем пол чайной ложечки соли. Туда же у нас отправляется сахар. 100 грамм сахара. И все это хорошенько перемешивается в однородную массу. И по сути дела у нас уже пол рецепта с вами почти сделано. Рецепт уже проверен. И он является одним из самых моих фаворитных. Быстро все это перемешивается в однородную массу. Сюда отправляется 4 столовые ложечки сметаны. 1, 2, 3 и 4. И хорошенько перемешивается. На самом деле еще можно не хорошенько перемешивать, а в полсилы. Потому что сюда мы сейчас добавим очень важный ингредиент. Сразу смотрите, как все красиво стало. Какое идеальное тесто у нас получится. Вот идет у нас масло. Масло я беру целую пачку, у меня это 180 грамм. И сразу же вам открываю первый секрет удачного приготовления вот этого вот шикарного пирога. В том, что мы и яйца, и масло, и все следующие ингредиенты берем комнатной температуры. Это очень важно. 180 грамм я отправил, и еще полпачечки отправляется. 180 плюс 60 грамм. Это вы посчитаете, сколько у нас будет. Масло у меня уже точно так же растоплено. Не сразу с холодильника. И вот так оно начинает таять. Вот так, хорошо. Все, пусть себе тает. Мы берем сразу же с вами вторую емкость. Вот так вот. И у нас есть с вами 600 грамм муки. Все, что нам с вами надо сделать, я крайне уже рекомендую. Раньше я сам не знал, но теперь я рекомендую муку просеивать. Кроме того, в муку сразу я добавляю 10 грамм разрыхлителя. И сразу же в муку я добавляю 1 чайную ложку корицы. Корицу можно не добавлять. Это по вашему желанию и вкусу. Но вот я сверху еще насыпаю муки, чтобы у нас все это хорошенько, равномерно распределилось. Кроме того, у нас с вами будет еще присутствовать 1 чайная ложка соды. Без горочки. И разрыхлитель, и сода. Если непонятно, почему я кладу и то, пишите в комментариях, я с удовольствием вам отвечу, если вы не знаете. В некоторых своих рецептах я уже рассказывал об этом, чтобы не повторяться, но уже не буду. Вот. Кстати, друзья, вы определили, что позади меня картина. Не так давно она написана. Интересно ваше мнение об этой картине. Что скажете? Я все-таки художник и не только кулинарию, но и иногда, что называется, работаю
кисточкой и кистями. Вся мука у нас уже пошла в ход. Очень хорошо. Чуть-чуть все перемешивается, буквально вот капля. Сильно замешивать здесь не надо, это не то тесто. Оно и так все шикарно у нас получится. Далее, вот теперь будет самый интересный этап. Берется лимон, очень ценная штуковина здесь. Мы добавляем цедру лимона прямо к яйцам и маслу. Вот эта вот добавка, она станет просто изюминкой. Незаметной, но она будет создавать прекрасный аромат, прекрасный фон, на котором все другие вкусы, они просто объединятся в общую симфонию. И кроме того, она полезная. Вот такая вот. На большую терку, кстати, это все делается очень-очень, как вы заметили, быстро. Отряхивается. Готово. Еще раз ложечкой быстренько это все разравнивается. Видите, масло у меня не до конца растопилось. Я по этому поводу вообще не переживаю, потому что сейчас мы будем соединять все в единое тесто. И у нас уже практически все готово. Чтобы процесс не затягивать, я взял миксер. Сперва я разравниваю масло, чтобы оно распределилось. А теперь постепенно ввожу муку. Постепенно. И вот, друзья, когда уже стало невыносимо работать с миксером, когда он уже начинает захлебываться, что называется, вот идет уже полностью ручная работа. Самое любимое мое занятие — руками все делать с любовью, замешивать. До какой консистенции надо замешивать? Вот смотрите, это очень жидкое тесто, а консистенцию я вам сейчас покажу. И муки у нас пошло чуть больше половины, поэтому я постепенно добавляю и размешиваю ложкой. Когда начинать, можно размешивать руками. Все очень просто. Когда ложкой уже станет очень трудно, когда уже придется прикладывать большие усилия на ложку, тогда уже переходим к ручному труду. Пока позволяет работа ложкой, работаем ложечкой. Но с любовью. Вот такая красота. Тесто получается как пух, пушистое, ароматное. Еще немножко муки. Но я всегда оставляю. Всегда оставляю, чтобы не переборщить. У меня, друзья, пошла вся мука, но ее будет маловато. Все это зависит от жирности масла, от самой муки и от многих других факторов. Поэтому я не люблю строго придерживаться граммов. У всех будет по-разному. Разная мука дает абсолютно разный результат. Но самое главное, на что надо обращать внимание, чтобы знать точно, что муки столько, сколько нужно. Это вот сейчас я, кстати, буду разравнивать уже руками. Я беру и смазываю любым маслом руки, чтобы не липло. Мы добавляем муку до той степени, пока она перестанет
хвататься к пальцам. Вот видите, если сейчас посмотреть, то она очень липнет к пальцам. Это значит, еще мало муки. Поэтому я беру жменьку, посыпал и начинаю с ней работать. Потом опять посыпал и начинаю с ней работать руками. И так до той степени, пока она перестанет липнуть. И я вам покажу. Вот видите, липнет к рукам. Это хороший знак, что мы еще не переборщили. Если переборщим с мукой, то будет уже такое полукирпич, что называется, тесто. Главное не бояться и все делать с удовольствием, с радостью. Это творчество, это то же самое написание картин. Кстати, друзья, очень интересно, откуда вы смотрите данный рецепт. Из какого города, из какой страны, куда же залетел этот рецептик, вкусный рецептик. Буду рад, если напишите в комментариях. Я их с удовольствием читаю. Они меня вдохновляют на создание новых вкусных рецептов для вас. Вот становится все легче и легче мешать тесто. Оно уже все меньше и меньше липнет к рукам. То есть я еще чуть-чуть добавил муки, примерно 60 грамм. И в общей сложности, наверное, пойдет еще муки до 100 грамм. Получается не 600 грамм муки, а у нас будет 700 грамм муки. Вот такое красивое тесто. Чуть-чуть на низ, чуть-чуть наверх. И этого будет у нас достаточно. Тесто я еще помешу буквально минутку-две. Оно любит, когда ему делают массаж. Кстати, а вы, друзья, просеиваете муку или нет? Вот просто разделились настолько мнения, что кто-то в комментариях пишет просеиваю, кто-то пишет, что никогда не просеиваю. А заметили ли вы, есть ли разница между просеянной мукой и непросеянной? Интересно ваше мнение. Недавно был мастер-класс. Я брал мастер-класс по изготовлению шикарных булок, рецепту которому более 120 лет. Недавно вышла на канале. Ссылочку я оставлю для вас в описании. Кто захочет, посмотрите. Так вот там моя тетя, которая показывала этот мастер-класс, она вымешивала, обязательно просеивала. Вот такая штучка у нас готова, вот такой колобок. Его аккуратненько вот так вот, как мячик, сделали. И прикрываем его, или можно крышкой вот так вот накрыть. Или же есть вот такие, мне понравились одноразовые крышечки, которые продаются на маркетплейсах. Просто раз, но я много раз использую. И очень удобно. Можно выкинуть, можно мыть. Стоят вообще полкопейки. Кому интересно, ссылку я скину в описании. Оставляем вот эту красоту на 20 минут дозревать. А мы сделаем вкусную штуковину. Дальше у нас в ход пойдет мак. Вот такая прекрасная штуковина. Кто фанат пирогов с маком, так же как и я, кто любит мака очень много в пирогах, это как раз тот рецепт, который самый-самый то. Мне всегда не хватало мака в пирогах, поэтому я когда начал печь, я начал класть очень достойно. Кстати, друзья, подскажу вам хитрость, где взять мак в 2 раза дешевле. 2 раза ровно. В магазине стоит маленькая пачечка одну цену, а на маркетплейсах сразу, если брать килограмм, то стоит в 2 раза дешевле. Я буквально сегодня смотрел, сколько стоит в магазине, и вот где я заказывал. 2 раза дешевле. Кому интересна ссылочка, оставлю в описании. Хороший мак, мне понравился. Я беру мака целый стакан СССРовский и
Вот такая у меня кофемолка. За 3 раза я измельчаю мак. Я вам сейчас показываю, как просто делать мак, чтобы он был очень вкусный. Люблю я, знаете, друзья, потрясти хорошенько, чтобы полностью весь мак переработался. Я беру емкость, в моем случае вот такая вот емкость. Вы можете взять кастрюльку и в ней все это делать. Мы будем выпаривать мак с вами и добывать с него вкусное молочко. Весь мак перекручен, у меня на это пошло ровно 3 раза в кофемолочке. У всех разный объем кофемолок, но моя изрядно нагрелась за эти 3 раза, поэтому желательно бережно все это делайте, чтобы кофемолка дольше прослужила. Лучше меньше объем взять и на одну порцию дольше сделать, но без напряжения кофемолки. Все, мак у нас почти готов наполовину. Я беру 40 грамм сахара, 2 столовые ложечки, буквально 2 столовые ложечки. Помещаю все это на плиту, включаю. Огонь примерно делаю на 2 балла по 5-бальной мощности. Вот так вот. Далее сюда добавляется или молоко, или вода. Я добавлю и не то, а совершенно третье. Я добавлю не молоко, овсяное не молоко. Но добавляю я его чуть-чуть. И здесь у меня стакан, я добавил 1/4 часть стакана. И смотрю состояние. Суть такая: молоко или другая жидкость должна закипеть. Вот здесь вот сахар будет плавно соединяться в этой жидкости с нашим прекрасным маком. Мак начнет пускать молочко под действием сахара и влаги. И уже белая жидкость появляется. Так вот, когда она начнет выкипать, вот тогда мы перестаем уже доливать молоко. В моем случае вот пошло полстакана. Я думаю, этого достаточно будет. Вот уже бурлит, закипело. Уже словно гейзер начинает издавать такое вот бульканье. Главное этот момент не упустить. И чтобы оно не пригорело. Огонь лучше сделать поменьше. А оставшееся молоко или не молоко можно выпить, не спеша, помешивая, наблюдая за процессом. Вот теперь самое время, друзья, включать духовой шкаф. Включайте на 180 градусов. Пошел и я включать духовой шкаф. Вот такая шикарная масса у нас получилась. Она будет сейчас остывать. И мы как раз займемся с вами нашим тестом. Оно уже как раз подошло. Но прежде чем заниматься тестом, сделаем одну штуковину с вами. Я беру масло и чуть-чуть растопленного масла смазываю нашу будущую форму. Хорошенько промазываю и низ, и бока маслицем сливочным. Масло я предпочитаю, чем больше жирность, тем лучше. Маргарин я как-то не предпочитаю. Форма готова. Теперь я достаю вот такой колобочек. Смотрите, какой красивый. Он отдохнул, подошел. И сейчас будет твориться магия. Все, что нам с вами сейчас надо будет сделать, это красиво уложить и правильно уложить
пирог слоями. И чтобы наш мак не убежал, а он очень любит выбегать из пирогов, кто печет, тот знает, что есть некоторые такие вот тонкости, которые я сейчас вам покажу. Делю на 4 части, чтобы было удобно работать. И остальные части кладу пока отдыхать. Беру одну из частей и из нее мы сейчас формируем с вами основание. Форма у меня примерно 20 сантиметров, может даже чуть меньше. Я потом померяю и напишу в описании. Там же будут и другие полезные рецепты, особенно те, которые вот совсем недавно стали у меня фаворитами. Просто из воды, из муки и воды практически делаются такие вкусные рецепты. А я раньше не знал, что можно так классно печь при минимум ингредиентов. В общем, ссылочки я все оставлю в описании. Вот такая красота. И все, что нам надо, я укладываю в эту форму. Вот так вот. Но обязательно с краев надо оставлять место, чтобы вот так вот тесто выходило за пределы нашего будущего пирога. Беру ножик, смазанный маслом, и лишнее вот так вот убирается. Это не лишнее, оно нам еще понадобится. А остальное все вот хорошенько выталкивается из формы. Воздух в первую очередь выталкивается. Он тут вообще не нужен. Так вот. Если где-то не хватает вам чуть-чуть, можно пальчиками, как пластилин, вот так все это выдавить. Я не сказал, какая толщина теста. У меня тесто примерно полсантиметра толщиной получилось. Вот такая красота. И теперь я просто беру и первый слой выкладываю. Вот так вот. Желательно весь воздух выгнать при этом. У нас будет многослойный пирог, много-много слоев. Ну как много-много, не так чтобы много-много, но будет очень как бы приятная толщина. Будет приятная толщина будет мака. Кстати, друзья, кто любит побольше мака, напишите в комментариях, сколько нас с вами. Надеюсь, я не один такой любитель мака. И вот сейчас я вам покажу еще один важный секретик. Вот есть у нас тесто. Чуть-чуть оно сужается. Мы его опять разглаживаем. И я вырезаю примерно вот кружок большего диаметра. Просто на глаз. Вот так вот. Больше диаметр. И укладываю на наш нижний этаж. Делаю вот такие вот защипы. Но этого недостаточно. Я вот убедился, что все равно пирог у вас развалится. Потому что мак, он такой товарищ непредсказуемый. Что делаю я? Я леплю вот такие вот трубочки сантиметровые, можно так сказать. Вот такой толщины сантиметр. И укладываю
Вот так вот. Я вам сейчас покажу. Видите, перегородочка. Эта перегородочка, она называется... Я когда в институте учился, это называется ребро жесткости, друзья. Итак, мы делаем ребро жесткости, когда мы достаем уже из формы наш пирог, чтобы он не развалился, а очень хорошо держал форму. Поэтому вот мы такие делаем крестики внутри. Лишнее просто как пластилин отщипывается. Вот смотрите, видите, крестик, крестик. И вот в эти промежуточки я укладываю много-много мака. Вот так вот. Лопаточкой это делается быстро. Единственное, лопаточкой неудобно разравнивать. Но сейчас я наложил, наклал. Как лучше, друзья, как правильнее, наложил или наклал? Наклал как-то не звучит, по-моему. Поправьте меня. Меня часто поправляли одно время. Кто-то, видимо, учитель русского языка, скорее всего, какая-то милая женщина смотрела мои рецепты и постоянно меня поправляла. Вот. Так что, кто владеет лучше русским языком, напишите, может это не только мне будет полезно, а еще кому-нибудь пригодится. Вот такая красота. Чуть-чуть, где мало, добавляем больше щедрости в виде мака, но делаем это с любовью. Опа! Вот такая красота получилась. Далее я беру следующий слой и просто сейчас нам надо раскатать. Причем, смотрите, не надо долго раскатывать ничего. Вот я только положил. Раз, два, три и 4. Все. Беру, вырезаю примерно кружочек, солнышко. Пусть оно будет меньше, пусть будет больше. Вот так. И укладываю. И теперь опять прищипываю. Но надо запомнить, где у нас был то ребро жесткости. Сейчас я вам его покажу. Я его сразу помечаю. Над тем ребром надо сделать такое же ребро. То есть, чтобы по всей поверхности, по всей высоте у нас оно прямо сохранялось. Вот так. Вот посмотрите. Видно. Раз, два. Но этого мало. И я еще усиливаю. Ребрышко жесткости. Настоящая творческая работа, друзья. Так мне это нравится. Это, знаете, как будто медитация какая-то для кого-то будет. Ну, в том числе и для меня. Так интересно. Ты как будто растворяешься во времени. Вот есть для вас какое-то такое занятие, когда время летит незаметно, и вы как будто проваливаетесь во времени. Для меня это живопись. А для вас интересно, есть такое занятие? Очень интересно. У кого какие вот такие есть врата, можно так сказать, в другое измерение. Накладываем мака щедро. Вот так вот. И так формируется следующий слой. Чтобы не затягивать, я вам уже покажу финальный слой. Следующий слой у нас готов. И он накрывается опять уже завершающим слоем.
И опять я делаю пометочку на ребро жесткости, где оно у нас будет. Теперь я все разравниваю к основанию формы. Вот так выравнивается. И по сути дела у нас уже все с вами готово. И хорошенько разравниваем. Лопаточкой прекрасно разравнивается. Очень щедрый слой хороший даем. Вот такая красота получается. Теперь у нас с вами уже финал. Надо красиво украсить. Мы берем кусочек. Его просто делаем прямоугольничек. Не квадрат, а прямоугольничек. И сейчас вы увидите, как мы сделаем из него макаронины. Вот такая красота у нас будет. Чуть больше, чем диаметр нашей вот этой вот штуковины. Я беру ножик для пиццы и делаю вот такие полосочки. Лишнее убираю. Полосочки делаю, чем тоньше вы сделаете, тем лучше. В моем случае примерно 6-8 миллиметров. Вот такая красота. Желательно их делать ровненькими. Можно взять для этого ножик. И вот такие шпагетти у нас с вами в мгновение ока получились. Готово. И все, что мы с вами сейчас будем делать, это брать шпагеттину, вот такую, кладем почти в центр, чуть меньше, чем центр, чуть ниже, чем центр. Следующую на перекрест кладем тоже почти в центр, но не центр. Откладываем, она нам еще понадобится. Следующую кладем точно так же, как предыдущую до этого. Откладываем и делаем вот такую мы с вами плетеночку. Аккуратненькую, красивую. И в итоге вы удивитесь, насколько оно будет у нас красиво смотреться. Вот так вот. Вот сюда просится плетеночка. Так. Это вот такое, знаете, шикарное творчество. Вот, так что если вы творческий человек, поставьте лайк. И так я пойму, что нас творческих здесь много. Далее. То есть, понимаете, сразу кладу одну сторону, потом на 90 градусов, потом опять сторону, потом опять на 90 градусов. И у нас с вами в результате рождается вот такое вот плетение. Прекрасное. Так. И кусочек нам еще нужен вот сюда. Есть. Я просто прищипываю в конце. Далее все, что нам остается, вот такая красота. У нас почти все готово, но надо сделать финальный ободочек. Вот так вот. И в этом нам помогут вот эти вот макаронинки. Делаю внахлёст с предыдущими. Тесто, чем это хорошо, оно не сильно прет, его не выпирает, как на дрожжах. Но при этом оно очень податливое, как пластилин. И оно идеально для вот такого вот творчества. Прекрасно.
Это мы отставляем. Напоминаю, плита у нас уже разогрета. Макаронинки я убираю в сторону. А у нас с вами остался еще кусочек. Чтобы он у нас не пропадал, я прям возьму все оставшиеся кусочки. И мы сделаем самый быстрый в мире, наверное, пирог. Вот такую вот загогулинку, что называется, из того, что было. Потому что моя бабуля прошла войну, и мой дедуля тоже ветеран. Так вот, бабуля говорила, никогда не выбрасывай продукты. Продукты — это очень ценная штуковина. Вот так. Разравниваем. Теперь берем оставшийся мак. Все, что у нас буквально осталось. Так, я его вот так вот буду рассыпать. Чуть-чуть разровняем. Вот так вот. Раз, раз. В центре. Самое главное в центре. Разравниваем. Вот так вот. Кстати, друзья, есть у меня шикарный рецепт. Чем-то похожий, но он еще и с творогом делается. Очень шикарный. Крайне рекомендую. И что мы теперь делаем? Я теперь беру и делаю вот такие вот надрезики. Быстренько. Раз. И сюда точно так же. Готово. Теперь берем и делаем вот такую штуковину. Сделали так. Делаем с симметричной стороны. Через одну. Далее делаем так, 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 делаем вот так, и вот так, и вот так. И еще это не так, это вот сюда, а это сюда. Вот такая плетеночка. Эту мы завершаем вот так. Эту тоже завершаем вот так. И у нас остается еще небольшая штуковина. Макаронинки. Вот она у нас как получилось. Чуть-чуть замотали. Так. Прям на ходу, честно сказать, придумываю. Но обычно мои задумки хорошо потом смотрятся. Так. Так. Все, что я сейчас делаю, это, друзья, я создаю объем, который потом проявится уже у нас, будучи, когда оно все уже подойдет. Вот такая. И кажется, что что-то такое непонятное, но будет смотреться оно просто
шикарно. Буквально через считанные мгновения вы это увидите. Так, вот так. Я беру противень, пергаментную бумагу. И отправляю все на пергамент. Напоминаю, духовой шкаф у нас уже разогрет до 180 градусов. Вот такая плетеночка. Вот такая штуковина. И у нас еще остается одно яйцо, которое я бью сюда. Чуть-чуть добавляю сметанки. Ложку не чайную, а обычную ложку. Вот такая жидкость, светленькая. И теперь все, что нам надо сделать, это хорошенько смазать, сдобрить все прям щедро. Вот такой вот красотой. Так. Опа. Прекрасно. Смотрите, оно уже какое красивое. Уже красивое. Можно добавить кунжут. Очень будет хорошо. Давайте и это тоже заделаем. Сразу я делаю ободочек по привычечке. Вот так вот. Промазываю ободочек. А теперь я стараюсь не залазить на мак. А стараюсь просто эти полосочки пройти аккуратненько, не залазя на мак. Как бы вы тоже желательно на мак не залазьте. Если кто знает, почему не залазить на мак, напишите в комментариях. Я думаю, люди знают. И вот такими вот быстрыми движениями, быстрыми, но с любовью. Вот, какое, с открытой душой, с радостью. А вы, друзья, с радостью готовите? Интересно, напишите в комментариях, кто готовит с радостью. Буду рад, если вот нас немало. Все, друзья, отправляю в духовой шкаф. У меня духовой шкаф слабоватый. Обычно 40 минут, но у меня по статистике пойдет 50 минут. Ой-ой-ой, друзья, с пылу с жару. Еще горячая-горячая, только из духовочки, из духового шкафа не взяться, но так ароматно выглядит. Ах, как это красиво! Как это шикарно выглядит! Вы только посмотрите! Аромат просто божественный идет. Булочку-то я достал, которую мы последнюю делали. Вот, а как вот эту штуковину достать, я пока не знаю. Она, во-первых, горячая, во-вторых, она прям так плотненько сидит. И тут как-то вот так вот надо ее. Раз. Так, волнительный момент, друзья. Опа. Вот так вот. Опа. Какой он пропекшийся, шикарный. Хопа. Раз. И готово.
Вы только посмотрите, какая вкуснота! Я думаю, стоит написать комментарий, потекла ли у вас слюна, как у меня. У меня уже просто ручьем течет слюна. Скорее хочется посмотреть, как он выглядит внутри. Пока вот эту красоту отставляем, начнем мы вот с этой шикарнейшей красивой штучки, которую сделали буквально за пару секунд. Что называется, из того, что было. Сейчас я отрежу и посмотрим, как он выглядит внутри. Очень шикарно, по-моему. Если обратите внимание, тесто такое золотистое получилось. Посмотрите, как красиво смотрится. Сделаю еще один разрезик крупным планом. Прям как песочное. Очень хорошее. Очень вкусное, ароматное, сочное. Прекрасно запеклось. Прекрасная корочка. Очень золотисто как снаружи, так и внутри. Посмотрите, как оно блестит. Оно хорошо пропеклось. И сейчас кусочек отрезать. Аж так не терпится, что... Ой. Скорее бы попробовать эту вкусноту. Нежная, полупесочная. Не сладкая, но в меру хватает сахара мне. Чуть меньше мака, чем хотелось бы в нем, потому что делали из остатков. Давайте не оторваться, просто не оторваться. Попробуем вот этого красавца. Он просто большой, тяжелый, очень увесистый. Так, раз. Опа. Опа. Так, не падать. Вот такая красота у нас получилась. Сколько слоев вы насчитаете? 1, 2, 3, 4, 5 слоев. Нет слов. Шикарно. Особенно мне нравится вот эта вот сверху повитушка, завитушка. Видите как? Очень аппетитно. Все поджаристо, все прекрасно.